Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, доброго времени суток. Сегодня в моей программе «Звездная гостиная» очаровательная девушка, певица, которая уже успела о себе заявить на разных радиостанциях и в мировой нашей паутине. Это Екатерина Репина. Добрый день, Екатерина. Добрый день, Виктор. Прежде чем мы сейчас будем с тобой общаться, давай послушаем какую-то твою визитную карточку. С чего все началось. Все началось с песни «Самый лучший из мужчин». С мужчин все начинается. Поехали, слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. Стаканов горькой правды, и пусть пускала в сердце боли холода. Но верю я, что ты придешь ко мне однажды, закроешь двери, чтобы остаться навсегда. И я не буду задавать дурных вопросов. Я обниму, накрою стол, зажгу свечу. Пусть у тебя в руках дымится папироса, с тобою мне любимые горы по плечу. Мой мужчина обаятельный, самый добрый и внимательный. Знаю я, что ты такой один, самый лучший из мужчин. Мой мужчина чтобы любить тебя, но мне об этом не приходится жалеть. Пусть мать твердит, что я с тобой могу сгубить себя, но продолжаю для тебя я песни петь. Я разделю с тобой горечь и утрату, и за тебя всегда я радуюсь душой. И лишь в одном я пред тобою виновата, что для меня на свете ты один такой. Мой мужчина обаятельный, самый добрый и внимательный. Знаю я, что ты такой один, самый лучший из мужчин. Мой мужчина обаятельный, в обещаниях обязательный. Восхищения душа полна, от любви к тебе пьяна. Мой мужчина обаятельный, самый добрый и внимательный. Знаю я, что ты такой один, самый лучший из мужчин. Мой мужчина обаятельный, в обещаниях обязательный. Восхищения душа полна, от любви к тебе пьяна. Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, сегодня Екатерина Репина в гостях в студии. И все начиналось с мужчины. Прекрасная песня.
А скажи, пожалуйста, вот что в твоей жизни послужило к тому, что ты вот решила стать певицей? Первый раз вот так думаешь, дай-ка я стану популярной певицей. Что случилось в твоей жизни? Или ты с детства этим болеешь, как все? Ну, я не болела этим, как все. Я автор, я писала песни для других исполнителей, А, а петь я начала только в январе. Меня пригласила Ольга Круг на фестиваль памяти Михаила Круга. мгм. Там я показала свои песни, и людям понравились они. Ну, уже тем не менее, ты звучишь на многих радиостанциях и в интернете, во многих сборниках твои песни. А как так получилось, что вот первые несколько песен это сразу таки попадание? Я знаю, что ты уже гастролируешь, и как так получается? Вот тут бывают люди, которые уже сегодня востребованы, казалось бы, не бывает концертов, а ты вот прям а, то туда поехала, то сюда. В чем секрет твоей популярности? Нету никакого секрета. Я пою, получаю от этого и сама удовольствие, и людям нравится. Песни сама пишу, такие, как я чувствую. У тебя песни же, они больше, так сказать, рождаются в каких обстоятельствах? Вот писала для других, да? Часто пишут на заказ же люди песни. Здесь ничего такого нет. Вот некоторые думают, песня на заказ, значит, это плохая песня. Ничего подобного. Надо еще уметь понять, какую для исполнителя, для определенного написать песню. Вот это вот талант написания песен, как к тебе пришел? Поняла, что ты можешь писать? Я сама люблю музыку, я слушаю музыку всегда для поднятия настроения. Там никакого такого секрета нет, просто делаю так, как мне нравится, и делала, как мне нравится. Вот песня, как я ее вижу. А сейчас уже последнюю песню уже я старалась, потому что я уже знала, что у меня есть слушатели, я уже волновалась. То есть ты уже как певица состоялась, и поэтому вот эту песню уже как бы осознанно для себя, да? Но она мне нравится, эта песня, Мгм. просто я хотела еще и думала, понравится ли она другим. А раньше я просто делала, как вот мне Как чувствуется. тебе самой, да, понятно. Ты говоришь, можно послушать сегодня премьеру песни, да? Презентацию сделать такую небольшую. Да, я думаю, мы попозже это сделаем. Хорошо, хорошо. Давай вернемся к вопросу о песнях. Сколько уже написано песен приблизительно? Написано песен, я даже, честно скажу, не считала, но записанных песен на сегодняшний день 5 песен. Нет, я не говорю о твоих. Вообще, вот для других ты писала песни. Сколько уже песен написала? Ну, песен написала, ну, несколько десятков песен Мгм. написанных. А какая тема вот больше всего там о любви, о чем ты пишешь? Что вдохновляет, в конце концов? Я пишу у вас, ну, все песни о любви. У меня все песни позитивные, объединяющие людей. Мне пишут мои слушатели, что они слушают мои песни, и они там Заряжаются. заряжаются. Да, то, что заряжаются, всегда пишут. Ну Мы вот так то, что я послушал, несколько песен мне очень понравились, и действительно несешь свет такой. Как, допустим, ты понимаешь, что вот песня уже готова? Знаешь, некоторые вот вымучивают песню, думаешь, готова, не готова, а может, еще надо что-то дописать? Или вот ты сразу раз и написала? Как это происходит? Бывает такое, что песня написана, и мы уже ее записываем, и я могу, допустим, поменять в этот же день несколько слов, например. Может Мгм. быть и так. А песня готова, я понимаю, когда я вот ее образ весь собираю, и вот она у меня уже готова, но у меня, может, там не достает еще ни слов, может, не хватает каких-то там переходов в музыке, не хватает. Но я уже понимаю, что вот это вот уже есть основное в песне. Давай послушаем еще одну песню. Какая это будет песня, объявляй. Это будет песня «Доброе утро, любимый». Слушаем в исполнении Екатерины Репиной на волнах Радио ВОС. Не гони меня прочь, не гони меня прочь, не гони меня прочь, моя любовь. В эту лунную ночь, в эту лунную ночь, в лунную ночь вернулась в дом. Песня души, все миражи,
Гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Екатерина Репина, московская певица, которая уже сегодня, записав всего 5 песен, уже и гастролирует, и выступает, и многим нравится. И я очень рад, что на нашей радиостанции произойдет премьера даже песни сегодня. Скажи, с кем ты работаешь, кто делает аранжировки? Да, я хотела сказать об аранжировках, потому что это тоже один из секретов, это правильно выбранный аранжировщик. Я работаю с Дмитрием Шевелевым, и у нас хорошие песни получаются вместе. Дмитрий Шевелев уже работал с многими звездами, в том числе и с Виктором Королевым, и Евгением Коноваловым, много еще с кем. Поэтому действительно хорошие аранжировщики, потому что я чувствую, что музыка сделана прям качественно. Все звучит, все так, как должно быть. Потому что ты знаешь же, что песню можно легко испортить. Были такие случаи, люди написали хорошую песню, обратились не туда, заплатили деньги, и в итоге ты понимаешь, что ты получаешь не тот продукт. Люди жалуются, потом приходится это все переделывать. Буквально я недавно разговаривал с одной она поэт-песник, девушка, да, и она рассказывала, что написала такой хороший текст, отдала композитору, а композитор взял, сделал такую ужасную музыку, и ничего нельзя с этим поделать. У них договор там и так далее. Поэтому хорошо, когда автор-исполнитель как хочешь, так и поешь. Главное, что записала песню, да, уже под ключ песня готова, да? Понравится она людям или нет? Или это только уже когда люди послушали, ты понимаешь, понравится она или нет? Я всегда думаю, что понравится людям. И по поводу переделывания песен, действительно, и с Димой тоже был у нас такой опыт. Мне сделали аранжировку, я и заплатила деньги, но песню я никому не показывала, потому что она не звучала так, как нужно. То есть ты чувствуешь вообще не то испорченная песня? Не то испорченная песня, и мы все-таки делаем такие песни, как нужно. Да, это очень важно. Я хочу тоже передать привет Диме Шевелеву, если он нас услышит. Спасибо, Дима, за еще один удачный проект. И я напоминаю, дорогие радиослушатели, что у нас в гостях Екатерина Репина. Скажи, ты есть в социальных сетях, на Ютубе, где тебя можно послушать еще, где ты на всех площадках, на которых ты есть? Но меня можно послушать на всех площадках, во всех музыкальных приложениях. Благодаря этому люди слушают во всем мире, хотя я пока рекламой не занимаюсь, но... Хорошие песни быстро подхватываются, да, народом, и... Слушают люди во многих странах. У меня был эфир на радио, меня очень слушают хорошо в Армении. Я узнала, что людям нравится, они слушают, например. Благодаря интернету. Могла бы этого не знать. Ну что, объявляй следующую песню. Следующая песня называется «Кусочек лета». Итак, Екатерина Репина, песня «Кусочек лета» на волнах радио. Не обижай меня, не надо, не обижай и не кричи. Горячих губ твоих услада, для поцелуев 100 причин. Мороз рисует кружевами, в окне холодном твой портрет. Все, что не сказано словами, расскажет двух сердец дуэт. Любви твоей кусочек лета, а остальное все зима. Любовью я твоей согрета, и по тебе схожу с ума. Кусочек лета согревает, а зной пугает и манит. Снежинка на губах растает, сердец притянется магнит. Мужчина, ты такой серьезный, поднимешь бровь, аж стынет кровь. Домой приходишь очень поздно, не говоришь мне про любовь. А я тебя всегда согрею, всегда любовью напою.
«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Скажи, пожалуйста, а какие есть у тебя хобби? Вот чем ты любишь заниматься, кроме музыки? Есть какие-то увлечения? У меня свободного времени не бывает, потому что я люблю много чем заниматься. У меня вот скоро дачный сезон, я люблю выращивать цветы на Да. даче, да. То есть, ну, цветы это прекрасно на самом деле, но это требует тоже много очень усилий, внимания. Еще у меня есть хобби, я рисую, и у меня есть хобби оригами, я делаю. Скоро, может, мы услышим о твоих выставках. Возможно. А что побуждает рисовать, например, что ты рисуешь, что любишь рисовать? Я рисую только по настроению, и, возможно, да, я сделаю выставку и покажу, что я рисую. Интересно, необычно. Ну, сейчас многие, ты знаешь, вот Александр Шаганов, поэт-песник, сегодня рисует картины, причем он иногда картины рисует, посвященные своим песням. Вот интересно, допустим, песня какая-то прозвучала, вот как он ее видит, рисует. Скажи, пожалуйста, а путешествовать любишь? Люблю путешествовать. Очень люблю путешествовать, люблю море, отдых на море, просто сидеть, смотреть на море. Для любого артиста, для любого музыканта лучший отдых это вот как раз природа. Я вот, например, слышал часто от музыкантов, что лучшая музыка это тишина. Ну, на самом деле это не так. У всех у нас есть любимые песни. Нам песня «Строить и жить» помогает. Скажи, у тебя есть любимые какие-то певцы, певицы, которых ты вот прям обожаешь, любишь слушать в свободное время там или в машине? Ну, в последние несколько месяцев я, честно говоря, в машине слушаю себя. Мне просто и нравятся мои песни, и слушаю, как звучит. И даже когда я пишу песню, один такой пунктик есть, как она будет звучать в машине. Мне это очень важно, потому что я в основном в машине слушаю музыку. Да, сегодня многие пока едут, тогда и слушают что-нибудь, потому что пробки и так далее. Пока куда-то едешь, есть возможность что-то включить фоном, даже если человек разговаривает по телефону. Важно, чтобы песня была, вот, на мой взгляд, прикладной. То есть хочешь, слушаешь ее фоном, хочешь, прислушался, услышал приятный смысл. Согласна. Я еще стараюсь сделать так, чтобы она запоминалась. Ну, это обязательный рецепт шлягера. То есть если я, например, написала и сама не могу вспомнить, значит, я ее не буду записывать. Как твои близкие отнеслись, что ты вот вдруг взяла и запела? Положительно отнеслись. В основном положительно, да. Не говорят, что ты теперь у нас будешь неизвестно где ездить, а мы будем скучать, ты будешь гастролировать. Ну, они пока такого не говорят. Может быть, даже думают, что я сейчас все брошу. Вот еще несколько песен А. запишу, поиграюсь и брошу. А я уже не могу бросить, потому что у меня есть слушатели, которые пишут, когда, Екатерина, когда концерт в Москве, когда вы к нам приедете, там, сколько стоит билет, там еще что-то. То есть постоянно нужно стараться уже писать дальше больше песен. Да, и очень важно, когда вот такая вот приятная подача, приятная мелодия, приятная девушка. Давай слушать следующую песню в твоем исполнении. Следующая песня — это «Счастье на двоих». Мы ее записали месяц назад. Она у нас такая новая, Ага. свеженькая. Итак, слушаем «Счастье на двоих» в исполнении Екатерины Репиной на волнах Радио ВОС. Восемь раз звонила, трубку не берет. Знаю, что не курит, знаю, что не пьет. Если б знала, где он, я бы не ждала. Я б к нему навстречу босиком пошла. Он меня спросонку солнышком зовет. Чтобы не упала, я руку подает. Как бы не обидела, мне несет цветы и всерьез считает королевой красоты. Королевой красоты. Господи, Боже мой, пусть он позвонит, скажет хоть два слова, только не молчит. Нет его дорог.
сказки всех цветов милей. В жизни не встречала я таких людей. Не предаст, не бросит свет родной души. Где же тебя носит слово «напиши»? Господи, Боже мой, пусть он позвонит, скажет хоть два слова, только не молчит. Нет его дороже, ближе у меня. Не могу прожить я без него и дня. Господи, Боже мой, береги его. У меня на свете нет дороже никого. Самый добрый, преданный у меня жених. Мы разделим поровну счастьем на двоих. Счастьем на двоих. Господи, Боже мой, пусть он позвонит, скажет хоть два слова, только не молчит. Нет его дороже, ближе у меня. Не могу прожить я без него и дня. Господи, Боже мой, береги его. У меня на свете нет дороже никого. Самый добрый, преданный у меня жених. Мы разделим поровну счастьем на двоих. Счастьем на двоих. Счастьем на двоих. Мы разделим поровну счастьем на двоих. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Екатерина, а в детстве вот ты когда-нибудь могла представить, что пройдет время, ты станешь артисткой? Кем мечтала стать в детстве? Честно говоря, в детстве, я когда очень маленькая была, я говорила, вот я вырасту, там стану звездой, буду общаться с знаменитыми артистами. И мне говорит, да ты что, с ума сошла, никому не говори. Знаешь, в чем, мне кажется, вот многие сейчас слушаешь вот песни, да, на разных радиостанциях, приходится иногда слышать фоном. Есть такая тенденция, вот одно похоже на другое, да, одно похоже на другое, другое на третье. И какой-то, знаешь, еще такой депресняк идет постоянно фоном, вот такой музыкальный депресняк вот в современной музыке. Мгм. А мне кажется, вот где-то возвращение к ретро, да, оно вот освежает. Даже тот же Дима Билан, там, по-моему, год назад или чуть больше записал там песню, хотя он музыку позаимствовал у известной дискогруппы, там, вот, тем не менее записал песню, но она прозвучала, она так прям тут народу зашла, как говорят сейчас, да, песня там про такси, вот. И мне нравится, когда вот такие сочетания современной музыки с ретро. Диско-музыка и вот что-то светлое вот у нас ассоциируется всегда с летом, солнцем, морем, с любовью там и так далее. И поэтому вот в твоей песне они тоже звучат так как-то и актуально, да, и в то же время они написаны на один день, как бы не однодневки. Хочется вернуться, послушать еще. Депресняк — это одна из причин, почему я сама решила петь. Потому что даже вот песни хорошие, позитивные, добрые, когда я их предлагала, например, артистам, женщинам, они говорили, что они слишком какие-то позитивные, что Ага. нужно больше как бы негатива в этих Куда песнях. еще больше там негатива? В политике и негатив, И в другой экономике. момент, отдаешь человеку песню, она позитивная, и человек так ее поет, грустно, страдает эту песню, а она не должна так звучать, и поэтому лучше сделать самому. Вот. Ну и правильно, что ты решила петь, потому что действительно, вот, знаешь, мне не нравится, когда сейчас современные исполнители начинают перепевать ретро. Ну вот портят прям некоторые песни. Те, которые были светлыми, добавляют туда каких-то басов, каких-то жутких вот этих звуков, таких депрессниковых, знаешь, и поют какой-то, я не знаю, что вы хороните-то заранее мир. Ведь на самом деле, несмотря ни на что,
а все равно любовь и красота спасут мир. Согласна со мной? Согласна, и музыка влияет очень сильно на На нас человека. настроение, конечно. Вот ты послушай, вот если мы послушаем твои песни сегодня, слушаешь, сразу настроение улучшается. А если мы слушаем какие-то песни такие вот, которые с такими минорными, явными страдальческими, ну сколько можно страдать, друзья мои? У нас в экономике страдания, у нас в политике уже страдания закончатся долгое время, да? Давайте еще будем нагнетать. У меня есть надежда, что сейчас такая будет новая тенденция. Вот я начинаю Позитивной петь музыки. позитивную музыку, и другие исполнители тоже начнут уже петь Вот менять хорошие. мир надо начинать с Да. себя. Это правильно. Очень хорошо, что ты такой светлый, солнечный человек. Я уверен, что у тебя все получится. А сейчас я предлагаю все-таки послушать премьеру. Екатерина, объяви, пожалуйста, премьеру вот песни, которая только что вышла из-под твоего пера и была записана, вот только что вчера была завершена работа над этой песней. Скажи, пожалуйста, предисловие, как ты ее сочиняла, если можно, что тебя вдохновило, и объяви эту премьеру. Сочиняла я ее, она мне как сама пришла. Было хорошее настроение, хорошая погода, и я захотела вот это свое состояние такое любви, позитива вот запечатлить вот в эту песню. И она, я думаю, получилась очень позитивной. Песня называется «Песня души». Итак, слушаем эту песню. Премьера, дорогие друзья, на волнах Радио ВОС. Я хочу с тобой проснуться, не открыв еще глаза, нежных губ твоих коснуться и слова любви сказать. Я хочу с тобой проснуться, твою нежность пригубить и от счастья улыбнуться, одного тебя любить. Доброе утро, любимый, доброе утро, родной, самое доброе утро — это проснуться с тобой. Доброе утро, любимый, доброе утро, родной, самое доброе утро — это проснуться с тобой. Я хочу с тобой проснуться после сладости и сна, в твою нежность окунуться, и на улице весна. Я хочу с тобой проснуться, ярче солнышко светить, и с тобой хочу на кухне твой горячий кофе пить.
рада проснуться с тобой. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Напоминаю, Екатерина Репина сегодня в гостях на Радио ВОС. Мы все убедились, что действительно она позитивна, солнечна и прям хорошо влияет вот на настроение в студии. Я прям подзарядился песнями сегодня. Скажи, вот человек записал несколько песен, уже понятно, либо они идут, либо не идут. Вот я рад, что тебя уже приглашают, тебя уже зовут. Звучишь уже в других странах. Это хорошее такое начало. Хочется, чтобы все продолжалось, потому что сейчас, как никогда, на мой взгляд, нужны новые имена. Ну, надоели нам уже вот эти все, сейчас, слава богу, начинается какая-то смена артистов происходить потихонечку, потому что уже вот, ну, я часто говорю, вот эти золотые голоса России, уже мне просто, вот, честно говоря, я не могу их слышать. Еще какие-то там короли там нашей поп-музыки, уже просто только слышишь голос, уже вот у меня лично идет отторжение. Поэтому нам нужны новые, молодые, талантливые и позитивные люди, чтобы у нас настроение, несмотря ни на что, менялось к лучшему. Потому что все плохое обязательно закончится. Расскажи, пожалуйста, те исполнители, с которыми ты работала, они теперь что тебе говорят? Что это ты хорошие песни для нас списала, а теперь будешь петь сама, значит, мы остались без песен? Я буду продолжать писать песни вот, для других исполнителей. И даже, ну, как бы сказать, моя последователь мой, одна исполнительница захотела тоже петь хорошие позитивные песни и даже заказала у меня целый альбом таких песен позитивных. Чудесно. То есть так своим примером других мотивируешь к действиям. Это очень хорошо. Потому Где что ближайшие концерты у тебя запланированы? ближайшие концерты запланированы у меня в Санкт-Петербурге. На следующей неделе у меня будет 2 концерта. Чудесно. Жители Санкт-Петербурга, слушайте, ищите везде, на всех цифровых площадках Екатерину Репину. А мы будем ждать. А в Москве будут концерты? В Москве будут концерты. С датой я не определилась. Будем ждать. Будут, да. Будем ждать, В да. соцсетях появится информация. ВКонтакте, да, есть телеграм-канал. Будем все подписываться и слушать песни. Скажи мне, пожалуйста, ты едешь в машине и слушаешь собственные песни других исполнителей, когда ты записывала, ты тоже их слушала, вот как они звучат, твои песни? Или ты только начала свои слушать уже, когда сама запела? Просто вот действительно в машине проверяется, звучит песня или нет. Потому что, допустим, в наушниках там, да, или где-то у кого-то хорошее оборудование, любая песня звучит более-менее сносно. А вот в машине некоторые включишь, хорошо звучит, а некоторые не очень хорошо звучит. И здесь вот очень Но это важно. звучание, опять же, аранжировщик Да, да, да. должен быть хороший. И Тогда тогда везде хорошо, да, везде звучит? хорошо звучит. И в машине, и в наушниках. То есть это особенно новая песня, ее обязательно нужно послушать и в наушниках, и в машине, и чтобы общее такое представление было. Ну что же, вот ты знаешь, все хорошее быстро заканчивается. Наш эфир сегодня, к сожалению, подходит к концу. Я хочу пожелать тебе творческих успехов, новых песен побольше пиши для себя, потому что этот мир уже перегружен стольким таким стрессовым контентом, я бы сказал. Все вот эти вот страдания, дострадания. Сейчас надо, наоборот, как-то всех нас взбадривать, да. Всем нам надо давать надежду, всем надо вспомнить о душе, о любви, о настоящих вот ценностях, о которых ты поешь. Поэтому я очень тебе благодарен за твое творчество. Хочу тебе пожелать вот такого творческого долголетия и успеха. Пусть все планы, мечты сбудутся. Что бы ты в конце нашей программы пожелала нашим радиослушателям? Дорогие радиослушатели, я всем вам желаю быть счастливыми, любимыми и здоровыми. Я напомню, что это была Екатерина Репина. Сегодня у нас в гостях. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания, дорогие слушатели. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.